Друзья, всем привет! Рады приветствовать вас на нашем канале Алга Петербург. И у нас отличное настроение сегодня. Во-первых, потому что наконец-то наступила весна, выпал снег, можно пойти покататься на лыжах. А во-вторых, потому что у нас новый канал Алга Петербург. И, ну, еще мы сильно соскучились по вам, друзья. И надеюсь, что вы тоже, ну, чуть-чуть хотя бы. И, кстати, у нас сегодня в гостях снова великолепный ведущий Александр Карельский. Да, приветствую абсолютно всех. Давайте, друзья, подтягивайтесь. Будем сегодня обсуждать очень много интересных новостей. Вот, многие из них уже давно прошли, но тем не менее, нас не было в эфире. Мы считаем просто необходимым восстановить, так сказать, цепь событий для того, чтобы не пропустить ничего важного на этом канале. Пробелов же не должно быть, да? Пробелов быть не должно, и я думаю, что стоит вернуться прежде всего к презентации новой песни, которая состоялась в Москве 8 марта, вечер Валентины Юдашкина. Именно там произошел потрясающий взрыв эмоций благодаря шедевру от Димаша Кудайбергена, Игоря Крутого и Лары Фабиан. И там еще значительную роль сыграл Ерлан Бекчурин. Уверен? На 99%. Ну, Как я? мы видели, что он тоже присутствовал на финальной репетиции. Эти кадры Я даже попали в видел, сеть. я даже видел, как там спрашивали: Ерлан, вот тут нормально? А я даже видел, когда Игорь Крутой немножко отвернулся, он там одну ноту поправил чуть-чуть. Да? Да. И на клавиатуре, да, на пианино нажал пару, да? Вот. Поэтому сейчас уже можно с уверенностью говорить, что это шедевр. Почему? Потому что на сегодняшний день песня собрала более 1,5 миллиона просмотров на официальном канале Димаша Кудайбергена. Это же больше всех, ну, быстрее всех, да? Очень мощными темпами набирает популярность эта композиция, что говорит об одном, что это действительно триумф, и сейчас эта песня, что называется, обкатается, обживется, приживется к артисту, и я думаю, что этой композицией можно открывать любую серьезную церемонию, абсолютно любое крупное мероприятие, и она будет там смотреться уместно и красиво. Как, например, вечер Юдашкина. Я думаю, вечер Юдашкина – это отличный старт, вот, но я думаю, есть замечательные премии, такие как Грэмми, Оскар, вот, Берлинский кинофестиваль, то есть Канский, ты забыл сказать, Канские львы, Канский. то есть много хороших больших мероприятий, которые, ну, действительно бы были очень обрадованы, если бы эта композиция прозвучала на открытии, может быть, либо на закрытии таких фестивалей. Музыкальные абсолютно все фестивали могут, безусловно, ждать эту песню. Получается, что сейчас у Димаша Канатовича есть песня для всех Олимпиад, да? Да, композиция Олимпика. И есть, получается, песня для всех фестивалей, правильно? Абсолютно верно. А Фестивали, подожди, крупных конкурсов. как будут остальные музыканты теперь работать дальше? По принципу выступим после Димаша. По принципу есть музыканты, а есть Димаш. Есть музыка, да. И поэтому, что очень немаловажно, мне очень понравилось, что Димаш на презентации этой песни вышел в красном костюме. А мы знаем, что красный костюм – это может себе позволить только уверенный в себе человек. Человек, который ничего... Ну, да, и ты тоже можешь отнести эти комплименты на свой счет. Это человек, который ничего не боится, это человек, который уверен в своих собственных силах. И на сегодняшний день именно так Димаш выглядит, ну, в принципе, в любой передаче, в любом мероприятии, где бы он ни появлялся, чувствуется, что он уже чувствует веру в свои собственные силы, где бы он ни находился. Это очень важно для артиста. У меня, кстати, нет и еще пока не было никогда красного костюма. Я вот серьезно задумался. А ведь очень красиво смотрится. Да. Очень красиво. Я помню, если ты помнишь, хочется немножко вернуться в историю и вспомнить, когда Димаш Канатович первый раз вышел в белом костюме. Я Да, помню, как ты примерял на себе этот прикид. да, это было очень тоже дерзко, резко, и ему очень, очень пошел этот костюм, а белый костюм, благо, у меня был, вот, я решил его примерить, вот, слушай, получилось неплохо. Так что жду, когда в моем гардеробе появится красный костюм, может, выходные будут, Но если, прогуляюсь. если ты также продолжишь учиться у самого лучшего нашего учителя, тогда шансы есть. А я хочу перенестись на пару секунд
Я знаю, что ты будешь готовить на песню, новую песню Димаша целый обзор, поэтому не хочется сильно заострять на ней внимание и хочется перенестись в московский концерт. Да, ведь сразу после премьеры этой песни, уже 9 числа, на следующий день, 9 марта, состоялся грандиозный концерт в Москве. А, Вот мы же смотрели его с тобой, Да. и мне показалось, что вот этот московский концерт — это уже высший пилотаж среди, мне кажется, что всех концертов Арнау, которые были, во-первых, а во-вторых, среди всех концертов, которые проходят на планете Земля. Ну, там было Ну, очень я много. имею в виду, что скилл всех, кто выступал вместе с Димашем Канатовичем, он сильно вырос. Я могу сказать, что ты такой вывод мог сделать, потому что именно на московском концерте из всех лучше работал интернет. И поэтому мы могли, так сказать, да, посмотреть, Точно, во-первых, точно. от начала до конца, и могли пропитаться, понимаешь, вот этой атмосферой концерта. Потому что везде, во всех остальных концертах мы смотрели его с тобой урывками, и было сложно сложить какое-то четкое полноценное впечатление. А вот как раз московский концерт дал нам возможность полицезреть от начала до конца. Мы увидели колоссальное количество и новых образов, и выступления Игоря Крутого, и прекрасные слова в адрес артиста, и замечательную песню «Подмосковные вечера», которую пел весь зал и никого не оставил в этот вечер равнодушным. Получается, что появляется новая такая вот фишка, да? А, Для каждого новая фишка в каждом месте, где выступает Димаш Канатович, он поет, делает особый музыкальный сюрприз. Абсолютно верно, да, он теперь все, почему все ждут с нетерпением новый концерт, несмотря на то, что программа одна и та же? Потому что все знают, что ни один концерт Димаша не обходится без сюрприза. Тем более, раз перерыв увеличен, значит и возможность для подготовки таких сюрпризов также увеличилась. Но несмотря на то, что тебе очень сильно понравился московский концерт, я, наверное, не смогу с тобой на 100% согласиться, что это был лучший концерт, потому что вот когда я смотрел украинский концерт, мне очень понравилась атмосфера. И особенно встреча Димаша, которая была вот абсолютно теплой, дружелюбной, буквально с самых первых секунд появления Димаша на сцене. Видно было, что люди ждали этой встречи очень долгое продолжительное время. Вот, в частности, я видел в аэропорту, был такой плакат, что 8 лет люди не могли дождаться, когда вместе с артистом исполнят песню «Дайди Дао». Премьера, я так понимаю, презентация которой состоялась как раз именно на конкурсе, на музыкальном конкурсе в этой стране. Мгм. Конкурс назывался «Восточный базар», к слову. Ну так это мы знаем, конкурс, известный теперь. Я хочу сказать, что э, про сюрприз все-таки, да? Мгм. Там же была исполнена песня, все ждали другую песню, правильно? Да, Но была исполнена песня. И мы, кстати, ты помнишь, кто-то из нас, чернобривцы, да, кто-то из нас, не буду говорить кто, сказал, что это типа черные брови. но это был не я. Вот. Но на самом деле, я недавно разговаривал с Еленой Черненькой, это Ага. наша подруга из Киева, и она мне расшифровала, что это, оказывается, цветы. Ну и, естественно, я видел несколько комментариев, где тоже было написано о том, что это все-таки никак не связано с бровями. А давай мы прямо сейчас покажем вставку фотографий этих цветов, чтобы люди знали, как выглядят замечательные красивые цветы под названием чернобривцы. Вот. Ну что, после вот такого серьезного задания для нашей монтажной команды, вот, Саша, Видео брать не будем. ты всегда как, ты всегда как скажешь, приходится потом где-то обязательно брать материал. Так вот, я хотел бы перейти, значит, к передаче, которая вышла на НТВ, Мгм. где в пустом, правда, зале, но Я получилось тебе могу исполнить... сказать, центральное телевидение, телеканал НТВ, Вадим Токменев, ведущий этой программы, как раз 14 марта она состоялась, и именно там произошла, я так понимаю, ну, наверное, неправильно говорить, вторая премьера, но второй раз прозвучала на телевидении композиция под названием Your Love. И мы знаем то, что вот эта студия, она довольно удачная для премьер. Вот. И Димаш неоднократно бывал в этой студии, очень часто, очень частым гостем он становится вообще на телеканале НТВ. Это очень прекрасно. И я знаю особенность, что, если я правильно все понял, съемка проводилась в пустом павильоне, то есть по минимуму пригласили народу, то Да, да, есть никого не было. никого не было. Но были танцоры. Да.
Танцоры были изумительные. Вот премьера песни вновь произошла на ура. Поэтому я думаю, что очень здорово, что и на канале «Россия-1» зритель увидел эту песню, и на канале НТВ также эта композиция прозвучала. Потому что все-таки охват аудитории суммарно двух этих каналов очень велик. Ну, было супер. На самом деле и песня сама, вот как ты уже сказал, супер. Скорее всего, она понравится и англоговорящей аудитории. Поэтому я Она думаю, уже что... понравилась. Сколько уже обзоров люди сделали, и вокальные тренера, и просто любители. По-моему, вот только песня вечером появилась на официальном канале Димаша Кудайбергена. В этот же день... В этот же день уже начали делать обзоры. Да, я на самом деле большую часть из них уже видел, потому что я уже начал работать над новой версией, новой серией «Взгляда». Но она появится чуть-чуть позже. Друзья, я предлагаю вам написать в комментариях ваше мнение об этой песне. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Алга, Петербург! Алга, Димаш!